Это Великая Китайская стена. Вокруг меня живописные горы и один из самых изумительных восходов солнца, который я только видел. На этот раз я отправился на заброшенный участок Великой Китайской стены Дзянькоу, но все было не так просто. Чтобы сюда попасть к рассвету, мне пришлось целую ночь карабкаться по горам, а потом подниматься по отвесным участкам стены. И только после этого я к самому рассвету дошел до нужного места. Но это только первая часть испытания. Сразу после восхода мне нужно бежать обратно, чтобы за несколько часов успеть в аэропорт. Но вот получится ли все и успею ли я вовремя? Вот это вопрос. Начался мой день в Сеуле. Большое путешествие по Азии подходило к концу, и нужно было собираться в обратный путь. В первой половине дня я приезжаю в аэропорт, но рейс у меня не сразу домой, а с пересадкой в Китае. И именно на эту пересадку у меня очень большие планы. Так как из Сеула прямых рейсов в Петербург не было, то лететь нужно в любом случае с пересадкой. Ну вот я и подумал, почему бы ее сделать не 4 часа, а, к примеру, 19. Сказано, сделано. Я прилетаю в аэропорт Пекина, и так как визы у меня нет, то прямо на месте получаю временное разрешение на въезд и, пройдя все формальности, забираю свой багаж и выхожу из международного терминала в город. Но у меня уже где-то на час, который ушел на легализацию, меньше времени, а вернуться надо заранее, чтобы успеть сделать все дела, потом повторно пройти регистрацию и заново сдать багаж. Не теряя времени, я отправляюсь на автостоянку, чтобы взять такси и доехать до отеля. Да, отель в этой схеме нужен был обязательно. Во-первых, без регистрации в номере у пограничников были бы вопросы, почему это у меня не было регистрации внутри страны, и могли быть потом проблемы при выезде. А во-вторых, вещи нужно было где-то оставить, не идти же с чемоданом в горы. Так вот, я беру такси и уже совсем к вечеру доезжаю до отеля. Зайдя в номер, я понимаю, что уже немного устал. Все-таки и утром еще в Сеуле доснимал немного кадров для видео про Корею, да и целый день уже практически прошел, плюс перелет, и уже немного хотелось отдохнуть. Но большого запаса по времени у меня не было. Буквально 1,5 часа я мог выделить на то, чтобы перевести дух и подготовиться к восхождению в горы, собрав нужные вещи. Нужно было переодеться и взять с собой самое нужное. Плюс выложить то, что в горах явно не пригодится. В общем, немного пересобрать рюкзак. И вот, когда все уже легли спать, я выхожу из отеля и отправляюсь в приключения. Но теперь я уже еду не один. Когда я планировал маршрут, то понял, что если поеду в одиночку, то явно могу заплутать, а так как все было расписано буквально по минутам, то мне явно нужна была помощь тут, на месте. Мне согласились помочь студенты Пекинского информационного колледжа, с которыми мы договорились, что они заранее сходят и проверят маршрут, а в назначенный день сопроводят меня на заброшенный участок стены. В прошлом видео про Китай я уже был на Великой Китайской стене, но на туристическом ее участке, а вот на заброшенном, тот, который не отреставрирован, я еще не был. И встретить там рассвет, как по мне, было бы очень здорово. И вот наша интернациональная команда из 4 человек отъезжает все дальше и дальше от Пекина, в сторону гор. Когда дорожка в небольшой деревеньке в пригороде Пекина упирается в тупик, начинается пешее восхождение. Сначала нужно идти просто среди деревьев и кустарника, чтобы отойти от домика в деревушке и подойти к подножию горы, проходя разные таблички, что идти дальше небезопасно и лучше этого не делать. И вот начинается подъем. Тут и так было не очень легко подниматься, так как пешеходной дорожки тут не было. Было просто пересохшее русло ручья, вдоль которого кое-где можно было найти что-то похожее на тропу. А ночью, даже при свете нескольких фонариков, разобраться, что тут к чему, было очень сложно. И мы несколько раз теряли из виду ленточки, которыми был помечен относительно безопасный маршрут. Но так как путь шел преимущественно вдоль пересохшего ручья, сильно отклониться от правильного пути
так и не удалось. Мы поднимались все выше и выше, пока наконец не дошли до нужного участка стены, идущего по горным хребтам. Но это была только первая часть маршрута. Теперь отсюда были видны еле различимые силуэты гор и огни ближайших населенных пунктов, которые остались далеко внизу. И если честно, уже на этом моменте я бы мог сказать, что мое небольшое приключение удалось. Да, вокруг меня была темнота, и я не особо чего мог увидеть, но все равно, когда я шел по полуразрушенным участкам стены, которые петляли по горе и уводили меня все выше и выше, я ощущал что-то особенное. Не знаю, как передать это чувство, но это приключение, даже при условии, что я сейчас особо ничего и не увидел в темноте, создавало чувство чего-то таинственного, немного торжественного и величественного. Ну а еле различимые силуэты горных вершин еще раз напоминали мне, что темнота по сторонам — это не просто отсутствие света, а действительно пустота, которая заканчивается где-то там, далеко внизу. Мы шли по стене все дальше и дальше, чтобы дойти до ближайшей точки, с которой утром будет хорошо виден рассвет. На пути нам уже встречались полуразрушенные башни, но это все было не то, так как они были еще недостаточно высоко, чтобы увидеть рассвет во всей его красе. В один момент на пути встречается почти отвесный участок, который нужно преодолеть, карабкаясь почти как альпинисты по горам. Но, конечно, между нами было различие. У нас не было страховки, и видимость ограничивалась светом фонарика. Когда между подъемами было немного горизонтального места, мы чуть-чуть переводили дух, так как уже поднялись достаточно высоко, и все это было в довольно быстром темпе, так как времени на неспешный подъем у нас просто не было, если мы хотим вовремя дойти до места. В итоге за некоторое время до рассвета мы дошли до башни, которая стоит на одном из горных пиков. Тут и остановились, чтобы отдохнуть после восхождения и дождаться рассвета. И вот тьма понемногу уходит, и на востоке появляется светлая полоса. Это начинает подниматься солнце. Если честно, это были просто непередаваемые впечатления, когда ты находишься на высоком пике, вокруг тебя горы, Великая Китайская стена, и больше никого кроме вас тут нет. Просто дух захватывает. Но если честно, то один бы я точно не справился. Во-первых, потому что не смог бы заранее узнать нормальный маршрут по горным тропам, особенно в темноте. А наш путь был выверен по минутам, и любая задержка могла бы сорвать все планы. Поэтому я очень благодарен ребятам, что помогли мне с этим. Ну и особенно Акиму, который был главным организатором всей этой экспедиции. А во-вторых, без помощи я и видео такое не смог бы снять. И пока мы сюда шли, разговорившись с Акимом, я узнал, что оказывается он тоже увлекается видео и фотосъемкой. И даже ведет YouTube канал своего колледжа, на котором русскоязычная часть студентов рассказывает про их жизнь и учебу в Китае. На который я, кстати, потом подписался, и видео мне понравились. А вообще сейчас он готовит для старта и свой собственный YouTube канал, на который я обязательно подпишусь потом. Потому что уже сейчас вижу, что видео там будут явно хорошие, ведь многие кадры сейчас сняты именно им. И я очень благодарен ему за эту помощь. И, кстати, посольство России в Китае даже репостило одно из его видео.
Но стоять с открытым ртом, смотря на изумительный рассвет, как бы долго мне не хотелось бы этого делать, я не мог себе позволить. Уже совсем скоро мой самолет будет вылетать, а если я на него не успею, то будет не очень хорошо, потому что я и так уже растянул до нельзя свое путешествие, снимаю видео в Японии, Южной Корее, которые уже публиковал на канале. И на весь Пекин это был самый последний рейс, на котором я впритык успеваю, спустившись с гор, вернуться домой и успеть на работу, чтобы не опоздать. Поэтому нужно было приложить максимум усилий, чтобы успеть вовремя. При свете солнца все казалось не таким, как ночью, но от этого было не менее трудным. Хотя вниз было идти намного легче, в крайнем случае ты все равно просто съедешь вниз. Да, потом, конечно, придется лететь домой и пограничный контроль проходить как какой-нибудь ободранный хромой туземец, но вроде все обошлось, и я с гор по итогу спустился нормально. Очень хорошо, что Пекин никогда не засыпает. И даже в такое раннее утро, а восход был в 5 утра, можно достаточно быстро вызвать такси даже в небольшую деревеньку в горах. Так как за последнее время было много впечатлений, большой подъем в горы, да и просто я уже почти сутки не спал, то с одной стороны я чувствовал, что меня клонит в сон. Но с другой стороны, заснуть бы я явно не смог, так как сильно переживал и был небольшой мандраж, что я не успею в аэропорт и не только останусь без обратного билета в чужой стране, но и не успею вернуться вовремя обратно домой. Но водитель знал свое дело и уверенно ехал вперед, причем сначала нужно было вернуться в отель, чтобы забрать и пересобрать все вещи, а только потом уже в аэропорт. И вот я на месте, мы оставляем такси, а я как можно быстрее бегу в номер. Собрав все, я не теряя ни минуты бегу обратно, где меня уже ждет другой таксист, который повезет в аэропорт. Я считаю каждую минуту, потому что время вылета это одно, а пройти все проверки, регистрации, сдать багаж, добежать до своего выхода и все вот это вот тоже занимает время. Благо, что все это было рано утром, когда пробок не особо много должно было быть. Хотя буквально несколько дней назад в Китае начались местные майские праздники, и поэтому я очень переживал, что еще не все уехали и с утра начнут разъезжаться из города в провинции. Но все обошлось и больших заторов не было. И вот я на месте. Теперь все зависит от меня, насколько быстро я добегу до моего самолета. На регистрации очереди не оказалось, поэтому я быстро сдал багаж, но впереди еще паспортный контроль и досмотры, поэтому расслабляться было рано. Несмотря на усталость, я старался нигде не задерживаться. И хоть это и был трудный день, точнее ночь, самое главное, что все получилось. Я все-таки успел.